Как красиво отделать кирпичный забор и сделать необычную имитацию камня, смотрите в этом ролике. Итак, после подготовки основания и нанесения чернового слоя наносим чистовой слой, предварительно увлажнив хорошо поверхность. Грунтовать ее не надо, по крайней мере я этого не делаю, не создаю никаких дополнительных пленок. Это, на мой взгляд, лишняя процедура. Накидали растворчик, уплотнили его хорошо. Сверху у нас будет отделка фасонными металлическими изделиями, поэтому там достаточно было мне просто проштукатурить ровно поверхность. Итак, применяя вот такой вот шпателек, так сказать, мастерок, вырисовываем рельефчик. Я делаю разный шаг, 3 сантиметра, 5 сантиметров, как бы делаю фактуру, похожую на сланец. Так как нанесение слоя у меня 15-20 миллиметров, утапливая хорошенечко этот мастерок, появляются впадины, появляются выпуклости, и таким образом у нас получается необычный и интересный рельеф. В принципе, можно оставлять и так, но я пойду дальше, и сейчас вы увидите в деле самодельный мой валик, который был задействован в ролике про валуны. Ссылку на этот ролик оставлю в описании. Как сделать такой валик. К сожалению, видео у меня подробного нет, но в 2 словах: это обойный валик, на который был нанесен герметик и разравнен такими вот продольными линиями, где-то шире, где-то уже, все произвольно. Ну а дальше увлажняю валик и аккуратными легкими движениями провожу им строго в вертикальном направлении. Слежу за тем, чтобы везде рельеф отобразился. Там, где необходимо, дорабатываю тем же самым мастерочком и подрабатываю валиком. В сыром виде это выглядит так. Понятно, что еще не выразительно, но дальше будет нарезка. Смотрим. Ну а дальше, согласовав с заказчиком форму камней и ширину шва, приступил к нарезке. Нарезать приходилось сидя, лежа, в разных режимах, так как забор низенький и горизонтальные линии нужно было выдерживать максимально ровно. Поэтому была определенная сложность. Но сейчас предлагаю вам просто посмотреть нарезку. Я немного ее ускорил для вашего удобства. Вы можете нарезать любыми элементами данную фактуру. Ну, естественно, напишите свое мнение в комментариях, как, на ваш взгляд, получились такие формы и как вам понравился ли этот рельеф.
Вот так уже смотрится намного поинтересней. Не забывайте, друзья, оставить свое мнение в комментариях по этому поводу. Ну и отметить пальцем вверх. Если заслужил, то и подпиской. И вот интересный этап наступил, этап покраски. У меня в предыдущем ролике, ссылка на него будет в описании, подсказка у вас всплывет в правом верхнем углу. Там я в подробностях рассказал, как я красил. Цвета здесь одни и те же. Ну, для тех, кому лень переходить на ролик и вникать, я скажу, что здесь я использовал в грунт, добавил 25% краски, на получившуюся массу добавил 3% колера слоновая кость и хорошенечко загрунтовал все это дело в один слой. Дальше по некоторым камешкам я пробежался вторым слоем и сделал их немного потемнее. Все этапы подробно у меня снять здесь не получилось, был очень сильный ветер, и у меня несколько раз падал штатив с камерой, поэтому я снимал исключительно частями, чтобы вам показать наглядно, какие получаются тона. Вот данный колер, которым я проходил базовый, я добавил еще где-то 1,5% коричневого колера и еще немного подтемнил выборочно камешки. После этого слоя я добавил в получившуюся массу, я добавил еще 3% оранжевого колера и пробежался тоже выборочно по камешкам, но совсем немного. А в дальнейшем совместными решениями с заказчиком мы решили некоторые камни немного высветлить. И я добавил бежевого колера в базовый цвет, и он стал немного светлее. И некоторые камешки я высветлил, дабы образовался еще лучший контраст. Вы вправе играть цветами, делать их какими захотите, хоть желтыми, хоть серыми. Тут уже должна у вас включаться ваша фантазия. Но обязательно делайте пробные выкрасы. А после полного высыхания окрашенного слоя я наношу лак. Можно наносить силиконовую пропитку, мокрый камень, есть естественный камень. Я пользуюсь здесь в данном случае полуглянцевым лаком. Акриловый на водной основе. Ну, здесь уже тоже фантазия богата. Можно использовать то, что найдете. Можно использовать лаки на органической основе. Можно, как я уже говорил, использовать либо глянцевые, либо матовые, либо полуглянцевые. Какой вы эффект хотите добиться? Мокрого камня или естественного камня. Но мокрый прибавляет немного темноты в тоне. Это надо учитывать. Вот так, друзья, работа выглядит в готовом виде. Я благодарю вас за просмотр. Заглядывайте в описание к видео, там будут ссылки на полезные ролики. Подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Отмечайте лайком, кому понравилось, пишите комментарии. С вами был Александр, канал Каменный Декор. До новых встреч. Пока.